Привет! Этот расклад для вас. И именно в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть», для вас актуально. Расклад покажет ваши отношения. Что будет дальше между вами? Как себя будет вести ваш партнер и что от него ожидать? Что он приготовил для вас? Какие у него мысли, чувства? Что он собирается сказать и сделать? Здесь две карты «Он» и «Вы», и активируются они как «Вы», госпожа, и он господин, то есть отношения между вами. Когда вы карты активировали, точно произошла такая же магия, как когда вы пришли к предсказателю. То есть тогда получается, что этот расклад именно для вас, и это как будто ваша консультация. Хоть и расклад общий, я буду здесь давать варианты, вы все свои варианты будете складывать вместе, и вы поймете, что это лучше, чем заказанный расклад. Потому что здесь можно посмотреть свою ситуацию, и ничего не будет вам стоить. Это очень-очень удобно на интернете. Приглашаю вас на расклад. Здесь будет две линии. Верхняя линия ваша, а нижняя линия его. Верхняя линия покажет вам советы, что вы будете чувствовать, как вообще будет происходить у вас вместе. А нижняя линия покажет его чувства, мысли и его поведение, чего от него ожидать. Я вначале выложу, внимательно рассматриваю каждую карту, даю ей внимание, а потом буду вам рассказывать подробно, проанализируем все настрии, то есть карты, когда они взаимодействуют и разговаривают друг с другом. Уже в начале расклада видно, что он к вам имеет глубокие чувства, потому что он идет на карту, которая называется «Рыбы». И вышли следующие карты, это лиса, это с вашей стороны, и карта башни. Карта лиса говорит о том, что вы найдете дорогу в этих отношениях, ну а башня, что одиночество ваше заканчивается. У него после карты рыбы следующая карта письмо говорит о том, что он напишет вам и скажет вам о своих чувствах, скажет вам о любви к вам. Что он вам скажет? Он скажет, что жить без вас не может, потому что с вашей стороны вышла карта женского счастья, карта Луны. Эмоции. Ваши эмоции будут только положительные и радостные, а также вы друг другу по судьбе, поскольку с его стороны, в его линии, вышла карта книга. А книга – это, конечно, вы по судьбе друг другу, абсолютно. Но если преграды в ваших отношениях, если кто-то, кто мешает вам, обстоятельства или люди, карта тучи расскажет об этом. И внизу, в его ряду, карта развилка. Тучи объясняются развилкой. Да, конечно, кто-то хочет вас разлучить. Кто вас хочет разлучить? Змея. Это какая-то подколодная змея, то есть женщина, скорее всего, в его окружении или в ваше, кто хочет вас разъединить, корабль, кто хочет вас поссорить. Потому что змея вместе с кораблем означает та, которая хочет вас поссорить, нарушить ваш покой. Но может быть так произошло, что вы уже поссорились. Понимаете, что между вами уже пробежала кошка какая-то, что между вами уже посеялся раздор. И он связан с тем, что появилась женщина, скорее всего, или какие-то препятствия, которые мешают вашим отношениям. Ну вот, расклад окончен, и мы сделаем вывод относительно того, что я вижу в общем. Не по элементам, а в общем. Итак, естественно, здесь я вижу, что есть нарушение отношений. Да? Поскольку карта лиса показывает на то, что вам приходится выкручиваться. Кто-то хочет вам помешать, кто-то хочет нарушить между вами покой и сделать так, чтобы вы поссорились. У некоторых пар эта ссора уже произошла, потому что карта башни вместе с Луной означает, что вы чувствуете себя одинокой в этих отношениях. Почему вы чувствуете себя одинокой, объяснят две последующие карты. Это тучи и змея. Оказывается, что внедрился кто-то третий, кто нарушил ваши отношения, кто что-то сделал, какое-то действие нечеловеческое, змеиное действие, поступок недостойный приличного человека. То есть посеял смуту между вами, затуманил его ум. Это может быть алкоголь, кстати, по тучам. Это может быть, что кто-то воспользовался им, какой-то сложный момент помешал вам, наговорил на вас. Это тучи со змеей.
скорее всего, женщина, как я уже сказала, или какие-то обстоятельства, которые могут идти из его бывших отношений. Змея – это, скорее всего, его бывшая, либо же кто-то из его родни, кто нарушил ваш покой. А что нарушило его покой касательно отношений? Видите, у него карты лучше, чем у вас. Все-таки он меньше сомневается, он меньше подвержен влиянию негативной энергетики. То есть он человек более устойчивый к негативной энергетике. Кстати, часто мужчины, они более устойчивы к этому, потому что у них есть вот это сопротивление внешним обстоятельствам. Не случайно же, начиная с каменного века, мужчина был добытчиком, он улаживал всякие внешние конфликты, а женщина правила в доме, внутри, где, в общем-то, все в порядке должно быть, где нет особенного конфликта, и не нужно сопротивляться и бороться. Поэтому мужчины обычно более устойчивые к внешнему влиянию. И всякие негативные воздействия, разговоры, сплетни, наговоры на них влияют в меньшей мере. Они меньше подвержены всяким вот этим женским штучкам негативным. Об этом говорит карта Змея. Женщина знает, что она может на вас повлиять. Она знает, что у вас и так уже эмоции на пределе. Потому что Луна рядом с тучами и башней. И она помешала вам именно в тот момент, когда у вас уже были эмоции на пределе и когда ваше терпение уже практически кончилось. То есть она подбросила такой соломки в огонь или же подстерегла вас, когда вам и так было тяжело, когда и так вы чувствовали, что энергия истекает, и навредила, то есть надломила вообще ваши отношения. Какая-то есть завистница. Может быть, кто-то из его окружения, кому он тоже нравится. Здесь может идти речь о треугольнике, поскольку змея с тучами – это треугольник. Но я здесь вижу его линию, и его линия говорит больше о том, что он будет делать, какой он сделает вывод и какой будет его следующий шаг. По всему видно, что самая близкая к нему карта – это карта рыбы. А рыбы говорят о его глубоких, верных и постоянных чувствах к вам, невзирая на лица. Несмотря на то, что враги не дремлют и хотят вам навредить, он несломаемый, его нельзя сломить, потому что рыбы прямо к нему рядом. Если кто не знает, у Ленорман есть такое самое главное условие. То, что близко, то актуально, что дальше, то менее актуально. Именно когда мы смотрим расклад вот в таком формате, две линии. То, что ближе к вам, то более актуально, а что дальше от вас, то менее актуально. И я вижу, что ближе всего к нему – это любовь к вам. Он вам безгранично предан, поскольку карта рыбы самая близкая к нему. Если у вас была ссора, недопонимание, и, конечно, враг постарался тоже. Ссора не бывает на пустом месте, что тонко, то и рвется. Если это ваша ситуация, и у вас была ссора, я вижу, что он вас все равно любит. Он не поверил этим сплетням, он не поверил этим наговорам, он вообще пропустил вот эту всю дрянь, мишуру мимо ушей. Об этом говорит расклад. Говорит четко, вы его сами видите. Девочки, я специально для вас выкладываю карты крупным планом, потому что в раскладах Ленорман все очень просто. Плюс еще мои слова, вам утешение, разъяснение расклада, трактовка, плюс символы. Это такой немой, безусловный язык. Язык, который понимает ваше сердечко, ваше внутреннее «я». И таким образом происходит разговор с ним. Мы здесь его вызываем на откровенный разговор. По квантовой механике частички одного и того же вибрируют и понимают друг друга. Так что, когда я выкладываю карту господина, карту госпожи, что между вами, смотрю, как будут развиваться отношения, что ближе к вам, что дальше. В этот момент расклад резонирует и вибрирует тоже с ним. Где бы он ни находился, близко или далеко от вас, он почувствует к вам любовь, потому что рядом с ним карта рыбы. Поэтому крупный план, поэтому карты видно очень подробно в моих раскладах. Я не показываю карты со стороны, как бы нельзя догадаться, что на них. И не говорю вам от фонаря, а говорю именно, объясняю, трактую каждую карту.
Итак, мужчина и следующая карта рыбы. И закон расклада такой. Вообще закон – это самое главное в картах. Закон такой, что близко, то актуально, что дальше, то менее актуально. Именно для такого расклада в линию. Называется linear spread, линейный расклад. И работает принцип near and far. Near – это то, что близко, far – то, что далеко. То, что далеко, не менее актуально, то, что близко, более актуально. Обратите внимание, что далеко от вас. Змея подколодная, разлучница, гадина, которая хочет замутить ваш рассудок, рассказать о нем какую-то гадость, изменяет, подлец. Может быть, это даже ваша мама. Говорит, он тебя недостоин, он мало получает, хочет напустить тучи. Если это мама, мама напускает эти тучи нехотя, потому что она вас любит, но неправильной любовью и хочет поменять вашу судьбу. Это грех. Даже со стороны матери она не имеет права менять вашу судьбу. То ли это разлучница подколодная змея, то ли змея это по незнанию, по недопониманию, то есть ваша мать. Или его мать. Его мать тоже может быть змея по недопониманию. Она якобы хочет помочь сыну найти идеальную женщину. И она разлучает его женщину, которую выбрало его сердце. А его сердце выбрало вас, потому что к нему близко карта рыбы. Это глубокие, истинные, любовные чувства к вам. Так вот, если это разлучница, его мама, ваша мама, либо какая-то родственница, подруга, из-за того, что у них змеиная зависть, в любом случае это далеко от вашей пары. Через горы и через океаны, через луну и через тучи, очень далеко эта змея подколодная. Она вам помешать не может. Во-первых, тотемное животное, лиса вас защищает. Вы найдете выход из положения. Вы найдете выход из своего одинокого сердца. Лиса идет на башню. Башня – это ваше одинокое сердце. И вы спрашиваете у себя, и у меня спрашиваете у вашего предсказателя, а также вы спрашиваете у этого волшебного расклада, что будет дальше у меня? Есть ли выход из моего одиночества? Встречу ли я мужчину по судьбе? Если даже вы не в отношениях, этот расклад в любом случае для вас. И лиса идет на башню, то есть ваша находчивость в образе лисы идет на башню и выходит из этого трудного положения, выводит вас на дорогу Луны. А Луна – это женское счастье, это выход из положения. И тогда срабатывает в этом раскладе шахматный ход. Это называется ход конем, правильно. Ход конем, кстати, это тоже прием в раскладах Ленорман. Поскольку шахматы, таро, эзотерика, Ленорман – это то же самое. В шахматах тоже королева правит. Мы тоже хотим, чтобы королева была счастливая, и она победила. Поэтому мы сделаем здесь ход конем. Я вам объясню очень просто. Лиса, башня, луна и внизу карта книга. Это называется ход конем. Да? Две карты в сторону, вернее, в один ряд и одна карта в сторону. Это ход конем. И мы выходим на карту книга. Женская судьба по луне разрешается счастливой жизнью. Потому что карта книга – это то, что вам по судьбе получить от него письмо. Рядом с картой книга – карта письмо. Он вам напишет письмо, в котором скажет, что очень вас любит. Книга, письмо, рыбы. Кто любит? Мужчина. Рядом с картой рыбы – карта мужчины. Все очень просто. Когда мы идем по ходу коня от лисы к письму, да, через книгу, мы видим, что мужчина вам напишет очень скоро и скажет: дорогая, я хочу с тобой увидеться, я соскучился, я знаю, что ты моя драгоценная, ты моя единственная, и ничто, нигде и никогда, и никто не сможет нас разлучить, потому что мою любовь нельзя истребить, она вечная, она настоящая. Он смотрит на карту рыбы. Далее от книги в другую сторону идет карта развилка и карта корабль. Что они означают?
Книга открывает ваше будущее, и она говорит, можно пойти одним путем и поверить разлучнице-предательнице, а можно пойти другим путем, отправиться в романтическое путешествие жизни с вашим мужчиной и не обращать внимания на всякие козни предателей, недоброжелателей, коими являются змеи по этому раскладу. Вы смотрите на романтическую карту «Корабль». Это карта, когда вы встретитесь, у вас будет романтика, у вас будет любовь, у вас будет сексуальная близость, у вас будет доверие друг к другу, и уйдет сомнение, потому что развилка – это сомнение. Развилка далеко от вас и от него. И это говорит о том, что пройдут все сомнения и настанут перемены в личной жизни. Карта «Корабль» – это перемены. И перемены где? В личной жизни, конечно. Потому что расклад этот на отношения. Вот такой замечательный, девочки, расклад. Очень поэтично получается на Ленорман. Раскрывает всю душу его, показывает всю его суть сердечной привязанности к вам. Привязанность – это то, что самое близкое в этом раскладе. У него к вам чувства, которые он скоро проявит, а у вас это лиса. Девочки, тотемная энергия лисы – это все, что вам нужно, чтобы с ним встретиться. В следующий раз при встрече будьте огненная, яркая, бесстрашная, смелая, как лиса. Лиса, которая плюет на мнение ненавистников змей, которая пренебрегает всякими негативными воздействиями, которая топчет этих змей ногами и знает, что ее находчивость, ее ресурсность, ее красота, ее смелость берут города. И вы победите любое негативное влияние. На вопрос, есть ли негативное влияние на вашей паре, я скажу вам так: было негативное влияние, иначе бы не вышла змея вместе с тучами, правильно? Иначе бы не вышла карта Луна. Луна говорит, что даже может сделан какой-то приворот на него при Луне. Может быть, даже работал какой-то колдун, поскольку Луна – это профессиональная, конечно, карта, когда она рядом с тучами, со змеей. Но вас это больше не касается. Ну, во-первых, потому что мои расклады целебные, они убирают весь негатив абсолютно. И они приводят к вас к счастью, естественно. И потому что вы усвоили, взяли себе энергию земного ангела, энергию тотемного животного лисы, энергию вашего счастья, ресурсного нахождения счастья. Вот и все. Это то, что нужно вам. Вам совет дается. Будьте смелее, не обращайте внимания на влияние других людей. На самом деле отношения двоих – это заговор двоих против всего мира. Если вы усвоите это правило, вы поймете, что если даже весь мир против ваших отношений, это не может разрушить ваш союз, а наоборот, это вас будет сплочать, вы будете еще сильнее прилипать друг к другу, вы будете как пара, и ваш союз будет неразлучен. Поэтому у него карта рыбы. Доверьтесь его чувствам. Он по этому раскладу сильнее вас. Ну, наверное, так и положено быть мужчине, потому что карта рыбы говорит, что у него чувства к вам верные, постоянные, надежные, и он знает, что он вам по судьбе. Карта письмо и карта книга четко говорят, что если вы еще не женаты, карта письмо – это документ вашего бракосочетания, вот и все. А книга – это записи в церковной книге, это ваше венчание. Венчание на небесах и на земле. То есть уже все записано в хрониках Акаши. Вы неразлучны. Вы рождены друг для друга. И он знает эту информацию. Хоть он не очень может в эзотерике и понимает много, но он чувствует это сердцем. Потому что рыба – это значит чувствовать сердцем. Он чувствует сердцем, что вы ему, женщина, по судьбе. Он уже сделал выбор, и никакая змея не сдвинет его с его места, ни мама его. Хоть он и маму и любит, но он не будет действовать, как она говорит. Если мужчина действует так, как мама говорит, он живет прошлым. Потому что для мужчины мама по эзотерике – это прошлое. А женщина его – это его будущее. Он не хочет жить прошлым. Он не хочет жить по наитию мамы. Мама ему больше не указ. Мама – женщина уже в возрасте, которая дала ему жизнь, и он ее не оставит.
Он ее уважает, но он не будет действовать по ее принципам. Он не должен жить так, как ему диктует мать. У него своя жизнь, независимая. Поэтому письмо и книга говорят о его собственных хрониках Акаши, о его собственных записях жизни, где его мать – это его прошлое. Девочки, мамочки, да, свекрови, невестки или кто вы там, не знаю, тещи, да, мы все, девочки, должны понимать, у наших детей мы – это их прошлое. Хотим мы этого или нет, это закон эзотерики. Это освобождает детей жить своей собственной жизнью. Но это также освобождает нас, мамочек, чтобы мы могли жить собственной жизнью, девочки, да, и оставить детей, чтобы они шли по жизни независимо и были крепкими. Им не нужно было на нас упираться, не получать от нас советы, потому что советы мамочек, они всегда неправильные. Никто не может знать, что нужно для другого. И изменить другому судьбу – это всегда грех. Вот я мамочек предупреждаю. Девочки, я делаю расклад в золотой магический час, и у нас здесь, как всегда, какой-то шум на улице. Я прошу прощения за шум. Ну вот, все это сказав, у него сильная карта рыбы, чувство к вам. Он уверен, что вы ему по судьбе, и он со своих слов не сойдет. Он докажет своей матери, своей бывшей, он докажет всем, что не нужно вмешиваться в его жизнь. Он просто все пропускает мимо ушей. Он выбрал вас. У ваша карта лиса, она еще говорит немного о ваших сомнениях, понимаете? О вашей женской нерешительности, о эмоциональной боли, которая могла вам передаться по роду, потому что Луна – это родовая карта, о неуверенности в себе. Поэтому расклад предлагает вам взять энергию тотемной лисы. А это энергия смелости. Вы знаете, каким путем вы идете. Вы знаете, что он и вы – это пара. И никто не посмеет внедряться между вами. У меня какой-то расклад получился здесь для вас, как заклинание, как такая молитва, заклинание, да, энергооберег, потому что я говорю вот таким языком и таким тоном, которым я обычно говорю при чистках и защитах, которые я делаю. То есть молитвенное такое, да, ощущение. Этот расклад у меня вызвал. Вообще каждый расклад, он энергетически другой. Поэтому у меня меняется ощущение с тем, какая энергетика идет. Вот это идет как звук, как цвет мне, как вот ощущение, которое я потом транслирую в слова, девочки. И здесь буквально молитва заклинания, которая говорит вам: доверьтесь, вы пара, и никакая сила не разорвет вас. Никакая, потому что вы намного-намного сильнее. Ну вот, пожалуй, это все, что я здесь хотела вам сказать. А на новых видео скажу больше. И приходите на мои предыдущие видео тоже. Они как старое выдержанное вино. В них много правды, много подсказок, много мудрости Вселенной. Это не моя мудрость. Я просто читаю каналы карт для вас. Потому что вас очень люблю. Вы для меня друзья бесценные. Просто моя родная семья эзотерическая. Всегда можно постучаться в мой дом. Всегда открою. Как только нажмете «Посмотреть», сразу разложу для вас карты, сразу поговорим по душам, сразу посмотрим ваше будущее, успокоится ваше сердечко и придет счастье в вашу жизнь наверняка. Это все скажут карты. Если, девочки, у вас есть желание у меня научиться, как читать карты для хобби или для профессиональной деятельности, у меня все для вас есть на сайте моем официальном. Переход на сайт есть под каждым видео. Кому нужно, обращайтесь. Обожаю вас. Посылаю вам воздушные поцелуи и до новых счастливых с вами встреч.